Привет всем! Меня зовут Евгений, и в этом видео я расскажу о неизвестном токарном станке, сделанный в Америке и состоящий из огромного количества весьма неоднозначных решений. Судя по всем лимбам и шкалам, станок позиционировался как высокоточный, а если рассмотреть поближе некоторые конструктивные решения, то можно с уверенностью сказать, что станок выпускался примерно с 30-х по 50-х годах. Говоря о странных решениях конструкции, не могу оставить без внимания тот факт, что хотя станина и достаточно массивна, чугунная и с ребрами жесткости, она в любом случае стоит на одной ножке. И все бы ничего, однако задняя бабка и достаточно массивный суппорт с фартуком стоят на безупорной части станины. А теперь посмотрите внимательно на фартук суппорта. Если вы ничего не заметили, то определенно вы на верном пути. И как бы странно это ни звучало, но там отсутствует маховик продольного перемещения суппорта. Это весьма сомнительно, ведь рукоятка для выключения маточной гайки там есть, что является редкостью для такого класса станков. Если это шаг к тому, чтобы максимально автоматизировать процесс обработки металла, то можно и простить. Я допускаю, что автор имел в виду, что продольную механическую подачу можно осуществить при помощи малой продольной. И это вполне логично. Однако, если суппорт находится в крайнем правом положении, то, во-первых, мешает задняя бабка, а во-вторых, просто не доходит резец из-за малой длины хода. И все это очень странно, ведь качество обработки деталей станка на очень высоком уровне и даже направляющие V-образной формы. Задняя бабка имеет свои направляющие, все как у взрослого продуманного станка. Кстати, о задней бабке. Несмотря на то, что присутствуют все рычаги фиксации, есть даже лишний. Маховик выдвижения шпинделя находится на задней поверхности суппорта бабки. И можно допустить, что автор имел в виду, что можно работать просто прикладывая руку на верхнюю часть бабки и пальцами как-то попытаться крутить. Однако зачем там рукоятка, до которой нереально дотянуться? Суппорт имеет вполне обычные формы. Есть болт для заливки масла. На концах суппорта прикручены маслосъемники. Интерес вызывает конструкция, находящаяся на задней части суппорта и позиционирующаяся как устройство для коррекции винта в конусно-поворотном блоке. Другими словами, это устройство для того, чтобы убрать конусность при обработке. Для этого у нее присутствует микрометрический винт и шкала Нониуса. Должен заметить, что это весьма интересное решение. Резцедержатель крепится к столу малой продольной подачи при помощи Т-паза, а сами резцы фиксируются одним болтом, что опять же вызывает сомнения в надежности. В Т-пазе, кроме резцедержателя, могла быть зафиксировано также устройство для фрезеровки со своим собственным шпинделем и шкивом для плоского ремня. Суппорт шпинделя перемещался вертикально по направляющим в форме ласточкина хвоста. Для этого в верхней части находилась рукоятка с лимбом. Сам держатель шпинделя мог двигаться относительно суппорта на определенный угол, о чем свидетельствует шкала с градусами. Передняя бабка была весьма обычной для тех времен. По середине шпинделя находился трехручейный шкив для плоского ремня и шестеренки для привода гитары. В комплекте была достаточно удобное делительное устройство с весьма маленьким делительным диском. Крепилась она к задней части шпинделя и благодаря червячной конструкции передачи была очень удобна в использовании, так как находилась на передней поверхности станка. Также на передней поверхности находился рычаг выбора направления вращения шпинделя, а чуть выше рычаг включения автоматической подачи. Неплохим решением для тех годов было спрятать двигатель в ножку стола. Это придавало ему компактности. В общем, вот такой неоднозначный станок. Спасибо всем огромное за внимание. Всем пока.